Всем привет! Сегодня покажу, как можно обтянуть металлическую кнопку кожей для установки на изделие. В общем, интересное решение. На самом деле, даже такие более бюджетные кнопки можно приаккуратить, и они будут выглядеть на изделии намного симпатичнее, чем, допустим, там, покрытая хромом кнопка. Как образец возьмем кожу растительного дубления, толщина 1,2 мм. В принципе, для этой задачи вы можете брать любую кожу, из которой шьете изделие, любой толщины, потому что все равно придется эту кожу шлифовать, делать ее тоньше, где-то, чтобы толщина была около 0,5 мм, чтобы она могла обтягивать эту кнопку. Обычно я отрезаю такую полосочку. Вот, можно чуть уже, но главное, чтобы ее было удобно держать и шлифовать. Вот, чтобы можно было участочек, допустим, квадратный такой, там, к примеру, 5 на 5 сантиметров размером, можно его было удобно шлифовать и потом отрезать. Обтяжку будем делать с помощью такой вот незамысловатой пластинки с отверстиями. Мне ее прислали вместе с моим новым органайзером, о котором я сделаю чуть позже обзор. Диаметр отверстий он немножко больше, чем диаметр шляпки, допустим, кнопок. То есть здесь вот под 12,5, под 15 и под 10,5. Вот стандартные размеры вот наших кнопок. В общем, будем использовать эту пластинку. Для начала нужно отшлифовать нам нашу кожу, чем сейчас и займусь. В общем, утомительное такое дело шлифовать кожу, особенно такой маленький кусочек и тонкую кожу. Она постоянно гнется, как-то вертится, некомфортно. Так, получилось где-то 0,4-0,5 мм, в разных местах будет немножко по-разному, но в принципе поверхность у нас более-менее ровная, то есть так ее и оставим. Обтянуть попробуем кнопку альфа 12,5 размер этой кнопки. Понадобится нам еще клей. Экосар не подходит, потому что он менее цепкий. То есть нужен какой-то или наверит, или там, я не знаю, момент, что-нибудь в этом роде. Так, у нас под эту кнопку есть вот это вот центральное отверстие. Набираем немножко клея. Наносим сначала вот на шляпку. Не очень удобно это все делать в перчатках. Так, и устанавливаем на кожу, продавливаем вот это отверстие. У меня есть такое тупое шило, которым вот можно еще что-нибудь, какую-то такую железячку, в общем, и вдавливаем ее, эту кнопку, в наше отверстие. Получается с этой стороны так, с этой так. То есть здесь продавили. Вот эти излишки кожи, их можно так хотя бы частично обрезать. То есть они нам не нужны. И дальше промазываем клеем и нашу саму кнопочку, вот здесь вот металл, и кожу вокруг. Здесь особо аккуратность не нужна.
Главное, чтобы эта кнопка, металл ее и кожа, они хорошо склеились. Дали подсохнуть там клей, я не знаю сколько минут. Я особо долго не выжидаю, то есть 5 минут в принципе достаточно. И после этого начинаем подворачивать нашу кожу на кнопку. Вот, тем же шилом. Или, допустим, какой-то другой инструмент, который у вас будет задействован. Таким вот образом сюда это все подворачиваем. Подворачивать желательно так, чтобы сначала получилось у нас там несколько больших складок, и потом мы их вот чуть-чуть берем и вот так вот делим эти складочки. Дальше то же самое можно частично это все срезать лишнее ножницами, допустим. Вот. Это все дальше додавливаем. Вот здесь важен еще хороший такой клей, чтобы он это все дело держал, потому что экосаром я пробовал, он вообще в таких случаях неэффективен. Так, получили, в общем, такой результат. Теперь у меня есть такой ножичек, можно, в принципе, любым там лезвием от канцелярского, неважно. И мы вот так вот по уровню вот этой вот как бы дощечки, упираясь в ножку кнопки, мы подрезаем вот эти остатки кожи, которые у нас сейчас выпирают. Опа, чуть вытянулось. О, все. Получается, мы обтянули нашу кнопочку кожей. То есть после этого у нас получается такой результат. С тыльной стороны такая вот картина. Теперь остается нам установить нашу кнопку на, допустим, тот же клапан там, кошелька. И так, чтобы кожа хорошо сочеталась, допустим, с той кожей, на которую мы ее ставим. Если у вас есть специальные приспособы, такие, допустим, под тот же размер кнопки, который мы устанавливаем, их лучше не использовать из-за того, что они могут оставить отпечаток на нашей коже или порвать ее. Я использую такую вот пластинку от китайских установщиков. Вот этот самый большой размер, это, по-моему, под кнопку 15 мм, да, размера шляпки. То есть здесь получается наша вот эта кнопочка, она как бы болтается. То есть она после установки как бы ничего с кожей никак не произойдет, то есть она не повредится. Теперь берем еще вот эту обратную часть и устанавливаем. Все, с этой стороны хорошо установилось. И с этой. Вот таким вот образом можно обтянуть кнопку кожей. На изделии это выглядит примерно таким образом. То есть один из вариантов можно сочетать два разных цвета кожи. И тоже будет выглядеть достаточно интересно. Если, допустим, здесь был вот такой вот никель, вид был бы совсем другой. Вот. В принципе, можно, допустим, обтянуть и без вот такой планочки. Она просто нам упрощает жизнь. Я пробовал то же самое делать, но только нужно так вот руками там придерживать. Оно где-то с одной стороны там отклеилось, где-то не отклеилось. То есть у нас получается
вот это отверстие, сама планочка, она держит нашу кожу и не дает вилять влево-вправо. То есть более как бы получается равномерная такая обтяжка. Очень надеюсь, что этот прием вы сможете применить на практике, и с каждым выходом нового видео на канале ваши изделия будут становиться все лучше и лучше. Если эта информация была полезной, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.